Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Tilda в необходимую вам систему по Webhook. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из Tilda в любую необходимую вам систему. Например, вы сможете по Webhook отправлять данные в нужную вам систему, удобно хранить и обрабатывать их там. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Tilda. Теперь необходимо указать действие «Получить данные из форм». На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт Tilda в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте URL для приема данных и перейдите в личный кабинет Tilda. Теперь необходимо вставить скопированный ранее URL в соответствующее поле. Если хотите, вы можете произвести дополнительные настройки. Не забудьте подключить этот веб-хук ко всем формам на сайте и опубликовать изменения на страницах. Теперь необходимо перейти на ваш сайт и заполнить форму или создать новый заказ, для того чтобы новые данные сгенерировались в системе Apex Drive. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Webhook. Теперь необходимо указать действие «Отправка данных». Далее необходимо создать виртуальный аккаунт Webhook в системе Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать URL для отправки данных. Для этого необходимо сгенерировать такой URL в системе Apex Drive. Для этого необходимо создать еще одну связь и в источнике данных указать систему Webhook, которая предоставит нам URL для приема данных. В системе, куда вы планируете передавать данные, необходимо будет сгенерировать ссылку, которая будет выглядеть примерным образом. После того, как у вас будет этот URL, его необходимо вставить в соответствующее поле при подключении Webhook в приеме данных. Когда виртуальный аккаунт Webhook создан, кликаем «Продолжить». На этом этапе необходимо выбрать тип отправки, а также составить название переменных, которые будут отправляться в вашу систему приема.
После того, как вы указали название переменной, необходимо выбрать ее значение из выпадающего списка. Чтобы появилась еще одна пара значений, кликаем «Добавить». После того, как все данные указаны, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться на указанный веб-хук. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные» в веб-хук. После успешной отправки перейдите в систему, куда вы передаете данные, и проверьте результат. В данном случае мы перейдем в систему Apex Drive и подгрузим тестовые данные в источнике. Если вас все устраивает, возвращаемся к настройке связи. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. Тестовую связь, которую мы использовали для подключения веб-хук в источнике данных, можно удалить. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!